Привет, друзья! Вы устроили настоящий шквал просмотров на нашем прошлом видео с таким названием «Почему у поляков нет бетонных или каменных заборов?». Мы не ждали, конечно, такого отклика. Вы просто крутые. Спасибо. Спасибо каждому, кто смотрел, писал, подписывался. Спасибо за вашу активность. Лайки, комментарии и подписка очень помогают развитию нашего канала. Мы вам благодарны. Мы решили вернуться, ведь многое осталось за кадром. И вот в сегодняшнем видео мы с вами погуляем по уютным польским улицам, поразмышляем о приватности, доверии и культуре соседства. В Польше действительно можно заметить интересную особенность. Вот смотрите, во многих жилых районах, особенно в пригородах и деревнях, почти нет высоких глухих заборов. Вместо них аккуратные живые изгороди, вот такие вот палисадники, газоны, цветы. Почему так? Я думаю, это часть культуры, где уважение к личному пространству не требует бетонной стены. Люди скорее придерживаются негласных правил. Не заглядывать, не заходить, не шуметь. А как у нас? Высокие заборы, калитки с замками, видеодомофоны. Очевидно, это реакция на определенный исторический и социальный контекст, где безопасность ассоциируется с закрытостью. А вы бы смогли жить без забора? Считаете ли, что у нас со временем тоже будет меньше таких вот глухих заборов? Вот посмотрите, нет высоких заборов, нет колючей проволоки, только живая изгородь, кустарники, цветы, красивый стриженный газон. И знаете, это не значит, что тут не заботятся о безопасности. Просто в Польше другая культура соседства. Здесь доверяют соседям. Вот идем мы по польским улочкам, и я не перестаю удивляться. У нас забор как крепость. Здесь красивая живая изгородь из туи, граба, бука или тиса. Или просто красивый прозрачный забор вместо 2-метровой бетонной стены. Что лучше? Это, конечно, вопрос привычки. А вы что думаете? Вот смогли бы вы представить свой двор без забора? Кстати, поделитесь в комментариях. Давайте обсудим. С одной стороны, такие зеленые ограждения – это ведь очень уютно. Ландшафт становится красивее, соседей видно. Не как часто бывает у нас. Вышел из дома, а перед тобой сразу бетонная стена. Но с другой стороны, у нас-то в бывших странах Советского Союза, особенно в некоторых районах, многие именно за забором и чувствуют себя в безопасности. Как бы там ни было, мой дом – моя крепость. Вот смотрите, мы находимся на окраине города, и здесь вот тоже 2 школы и спортивная школа, все есть. И тут же вот частный сектор у нас. Вот смотрите, какие заборы, о чем мы говорим. Вот металлический забор, и опять же живая изгородь из туи. И справа, и слева вот такие вот подстриженные заборы. Вот так вот люди оформляют свои участки. Кот. Кстати, редко увидишь просто так блуждающих котов в Польше. Но эти вот домашние, они каждый возле своего дома стоят. Вот как раз стригут, видите? Чистят этот забор, чтобы он был аккуратным и красивым. А с левой стороны, посмотри, какие красивые туи старые. Какой формы колонновидно их сделали. Очень красиво. Тоже забор. Он деревянный, но он весь просвечивается. Видите, никто не прячется. И, кстати, к слову, а у нас какие заборы любят? Высокие, да, повыше забор. Еще сверху, чтобы колючая проволока была. Еще и чтобы хороший замок висел на двери. Смотрите, вот как красиво оформили. Посмотрите.
Какие барбарисы красивые, забор, дом, ну просто игрушечное все. И во дворе газончик, и рододендроны. Очень красиво. Просто очень красивый двор. И вот сплошная истуй, зеленая изгородь. А этот плетется виноград вичия по забору. Какой интересный лист у него, глянцевый такой, красивый. Вот. И здесь таких улиц много. Мы сейчас перейдем на следующую улицу и покажем вам еще. Куда идем? Направо. Вот люди вокруг себя газон подстригли. Это люди сами стригли. Никто тут, никакие службы за них, ну, в данном случае, это за них никто тут не делал. Но вообще по городам и по селам ездит техника и стрижет все, что рядом с дорогой находится. Эти все территории стригутся. Но здесь, мне кажется, это люди стригли, правда, а не служба? Я думаю, да, потому что служба бы со всех сторон стоит. Ну да, с одной стороны И подстрижено, они обычно стригут, что трава остается, а с другой тут нет. всё подстрижено Вот. машиной. Тоже, посмотрите, вот такой дом, прозрачный забор и засажен, опять же, туями. Ну, я скажу так, на забор прозрачный, туями посадили все равно, чтобы было более комфортно, особенно со стороны дороги, чтобы проезжающие машины тоже себя... Приватность определенная была. Внутренняя улица тоже, посмотрите, везде плиточка, все аккуратненько, чисто, аккуратно. И так везде, вот куда бы вы ни пошли в Польше, преимущественно вот такие вот ухоженные территории. Люди заботятся о своих участках, любят ухаживать за растениями. Вот. Иногда смотришь, у человека домик 40 квадратов, а забор как у средневекового замка. Башни, камеры, колючка сверху, не подступись. А тут в Польше наоборот все открыто. Вот смотрите, кустики, цветочки, газончики. Люди ходят, улыбаются, никто никого не боится. У нас бы сказали, ты что, с ума сошел без забора жить? А поляки вот живут. И главное, ничего, все в порядке. Может, секрет в том, что если не строишь стену, и волки не приходят? Или у них просто соседи хорошие и добрые? А вот, кстати, напишите в своих комментариях, хотели бы вы и смогли бы вы жить вот настолько открыто, без высоких заборов. Вот в своих странах скажите, как вы, может быть, живете, какие у вас заборы, и смогли бы вы жить вот настолько открыто, не прячась от соседей. А вот старые какие туи красивые. И тоже все прозрачно. А вот смотри, тут прям кабинет лекарский. Да. В доме. Красивый дом. А вот люди на балконах даже украшают. Видишь, вон туи на балконе прямо растут. Проросли? Да, между соседями люди сделали живую изгородь на балконе. Вон Да, там, да, да. внизу. Да. Видишь, На это нулевом. балкон. А вот Понятно. прям березы посадили под домом. Ну, это вон, там участочек. Ну, там есть, участочек маленький, да. И вот тоже озеленение такого рода. Видите, на первом плане дикий виноград, а сзади туя. И забор совершенно непроглядный. Да, я думаю, это еще из-за того, что не разрешено ставить каменные заборы, то, очевидно, люди исходят Ну, вот же из каменный того, забор. ну, это кусочек, наверное, не запрещено. Люди исходят из того, что
засаживают все вплотную вот такими вот живыми изгородями. Кстати, хорошо защищает от пыли с Ну, дороги. ну, вы знаете, да, возле дороги, наверное, это в обязательном Хорошо. порядке делать надо, потому что и Барьер, и шумовой барьер. и шумовой, и от пыли, и от выхлопов газа. Вот, так что я думаю, это совершенно правильно. Но опять же, у всех свое мнение. Есть люди, которые наоборот, я вам показывала такие дома, где вокруг люди специально делают очень забор прозрачный совершенно, и на своем участке просто устраивают ботанический сад, чтобы все могли любоваться и наблюдать за Ну да, хобби у него такое, Да, он хочет ну, показать, человек, что- да, человек, ну, есть целые улицы, где все жители так делают, и все друг перед другом соревнуются, у кого красивее, покупают множество различных растений и друг перед другом высаживают. соревнуются. А, кстати, да, если у вас есть какие-то предложения, Может, вы знаете таких соседей, чтобы не против был, чтобы мы подъехали, просто сняли и показали всему миру, какие пенькные огороды есть у поляков. чтобы мы смогли показать всем нашим подписчикам, как в Польше ухаживают за своими придомовыми территориями, за своими цветниками, садиками перед домами. Я думаю, это всем будет очень интересно. Так что если есть у кого-то предложение приехать, может быть, кто-то хочет показать свой участок, как он облагородил свой участок, какой он у него красивый. Может, кто-то хочет. Мы можем приехать и снять, но если это недалеко от Варшавы. Друзья, тут мы идем, а здесь такая шикарная акациевая роща, старые-старые акации, сейчас они все цветут. Запах просто неимоверный. Это просто чудо, как она пахнет. Но жалко, не видно пчел. Сейчас бы Ладно. должно было, да, пчелы должны были бы летать тут сейчас везде, а их нет. Если нам А пахнет, почему? кто знает. Шикарная акация. Так много. Тут роща, большущая роща этой акации. А пчелок нет. Ну и вот тоже мы проходим совершенно открытый забор, видите? Ну а здесь перед домом люди не стали косить еще. Ну, наверное, еще покосят. Это служба покосит. Да, или служба городская приедет, будет косить. Я думаю, здесь есть еще и финансовый аспект. Финансовый, строительный, глухие заборы из кирпича, бетона или металла. Я думаю, это дороже. Так ли это? Часто предпочтение отдают сетке, штакетнику или живой изгороди, красиво и бюджетно. В большинстве польских городов и пригородов уровень преступности относительно низкий. Я думаю, еще из-за этого такая открытость. И нет сильной потребности в заборе от всего мира. Солнечные панели люди установили много. Солнце ждет. Климат меняется. Возможно, солнечные панели будут оправдываться установкой их. Кто его знает. Какое лето еще в этом году будет. Очень зеленые участки, очень много хвойных растений. Ну, тут климат к этому располагает. Это окраины нового двора Мазовецкого. А здесь люди закрыли, видишь. Ну, я говорю, это все зависит Здесь никого нет. от желания человека. Хочет ли он жить приватно, скрытым от чужих глаз, или нет. Кто-то хочет, кто-то нет.
Но вы знаете, вот еще, кстати, один факт, что сплошные заборы – это своего рода все равно, как сказать, опасность, да? Потому что когда ты открыт для соседей, твой участок открыт, то уж точно никто на твой участок не залезет, да, и не ограбит, потому что вокруг будут видеть соседи, да, будут видеть проходящие. То есть побояться лезть на такой участок, если он открытый и все видно, правда? Конечно, а то А если вот сплошной забор там каменный, или даже если сплошную истуй этот забор, то есть если кто-то решил ограбить, он туда залез и все, никто не видит, что он там делает, да? так. Ну, конечно, я понимаю, у всех есть камеры, скорее всего, наблюдения, и все это под охраной служб охранных, вот, ну, да, скорее всего, наверное, здесь это все равно безопасно. Ну, даже если я имею в виду высокие заборы. А высокий забор, блин, бандит тоже не захочет лезть, непонятно, что там за забором. А вдруг там собака? Ну да. Или В хозяева общем, не уехали. напишите ваше мнение вот на эту тему, на тему безопасности. Хорошо ли или плохо иметь вот такие вот высокие или ну, сплошные, в общем, заборы. Без разницы, из чего они сделаны. А вот смотрите, новый комплекс. Здесь же рядом с частным сектором. Вот такой построили новый комплекс красивый. Как вам такой комплекс? Эстетично выглядит? Хотели бы здесь жить? И вообще, напишите, что вы предпочитаете? Жить в своей квартире? Вот в таком вот многоэтажном доме? Или жить в своем доме, со своим участком земли? И вообще, хотели бы вы большой участок земли, чтобы у вас был? Или небольшой садик перед домом, цветничок? Будет интересно. Посмотрите, какая красота, как необычно. Высоченные сосны у кого-то на участке, они огромные, и они все увиты плющом. Вот все стволы, посмотрите. Как это оригинально и красиво получилось. И диким виноградом, я вижу, тоже увитые. Все стволы. Смотри, вон, а это все вон диким виноградом, да. Все увитое. И справа и слева, посмотрите, очень-очень высокие сосны. Люди, очевидно, при строительстве домов оставили все эти деревья. И, по-моему, здорово. Как тебе кажется, хорошо, когда есть высокие деревья на участке, или плохо? Ну, мне кажется, хорошо. Главное, что они не лиственные, и много листьев не оставляют на осень. Ну, под такими деревьями сложно, наверное, выращивать некоторые растения, которые не любят кислую почву. Практически все. Нет, ну есть много, которые любят тень и кислую почву. Ну, напишите, а у вас на участке тоже высокие деревья, и вы хотели бы, чтобы вот такой вот у вас участок был с такими высоченными деревьями? Посмотрите, какая вон огромная старая сосна. Вот, посмотри, какой ствол. Ну, шикарно. Здорово. Можно там... Ну, по-моему, это лучше, чем участок в поле. Это мы ходили по самой крайней улице к Валу и к Висле. Вот это вот дом, крайний уже. И перед ним вот такое вот шикарное поле. А за полем вон Вал. И там дальше Висла. Но Вислу мы вам показывать не будем. Вы все ее видели. Вот. И тоже люди вот с тыльной стороны высадили возле забора. Видите, как много хвойных растений. И они уже довольно-таки взрослые, то есть давно высажены. Вот. Обычно это поле косили, но еще, очевидно, рано.
Вот так вот. А там Висла. И люди живут в такой вот тишине. Птицы здесь поют. Это не в городе, где слышно только машины, шум. Здесь лягушки, пение птиц и чистый воздух. Красота. А это тоже, уже видите, дома вот такого вот типа. Ну, тоже люди ухаживают здесь за придомовой территорией. Такие смежные дома с общей стеной. И тоже рододендроны высадили. Посмотри, красиво, как дворик маленький, а высадили много цветов. Здесь тоже между соседями вон забор высадили из туй. Высоких-высоких. Это, видите, вот такой вот еще есть тип, как это сказать? Застройки. Тип застройки. В этих домах у каждого жителя по 2 этажа получается. Я не знаю, сколько комнат. Ну, у всех есть гараж, видите, и маленький-маленький участочек земли. И сзади, наверное, еще есть. Ну да, спереди маленький, а сзади есть побольше уже участок. Ну и перед домом тут есть клумбы. Люди на свое усмотрение их озеленяют. И косят, и стригут, видите, кустарники стригут, бересклет. Сейчас дожди пошли, и все стало быстро расти. Но это и хорошо, было совсем сухо. Вот тоже газон подстрижен. Смотрите, все чисто, аккуратно. Нету мусора совершенно. И здесь не принято мусорить. Здесь дети не мусорят на улицах. Но здесь для этого и везде есть мусорные баки. Для того, чтобы человек не нес это с собой через полгорода. Ирисы как красиво цветут у кого-то во дворе. И вы видите, вот мы идем, нету мусора на улице вообще. Чисто, аккуратно. Все в плиточке. Некоторые участки, видно, руки еще не дошли у людей перед домами. Трава вот выросла, вижу. Но все равно. А В большинстве своем ухоженно и красиво. Подстригали траву, подстригали деревья. И вот Да, биомусор будет, значит, мешки в ближайшее время. Будет машина, которая приедет и заберет все эти биоотходы. Все, что люди опилили, покосили. Никто в Польше это все не жжет, особенно в городе. Есть закон, запрещающий это делать, есть штраф. И люди соблюдают эти правила. Направо. Продолжаем с вами прогулку по частному сектору. Показываем вам, как живут поляки вот на таких вот улицах, там, где частные дома расположены. Все аккуратно, чисто.
Вон почтомат службы ДПД доставки. Очень удобная вещь. Не надо на почту ходить. Заказал себе поддон. Приехали, поставили и забирают. Какой красивый домик, современный. Низкий забор открытый. И высадили там хвойные, высадили вот катальпа на таком штамбе. И газончик. Здорово, современно. А рядом дом уже не такой новый. И туи здесь, видите, вот зеленая живая изгородь. Но это не туи, это можжевельник, по-моему. Мне кажется, можжевельник хуже выглядит. Ну или я не знаю, или вот именно этот сорт хуже выглядит, чем туя. А вы как думаете? У кого есть опыт? Что хуже выглядит? У кого есть опыт, да. Что посадить, что хуже выглядит? Посадки забора из туи, там брабант или смарагд, или вот такой вот можжевельник. Я не знаю, что это за сорт, может, Blue Arrow. Ну, как-то он, видно, плохо зиму перезимовал, что-то с ним не так. Ой, какой хороший, милый котик. Это наш друг. Он все время к нам прибегает. Он живет здесь на первом этаже. Он, конечно, очень своенравный. На улицах здесь не встретишь котов бездомных. Видите, на нем поводочек. Иди толстый какой. И вот он такой чей-то. важный, все время ходит вот здесь вот. Давай Привет. погладь. Ой, хороший котик. Хороший. Он у нас как акробат все время по этому заборчику ходит. Ой, красавец какой. Пушистенький такой. Это польский кот. Но смотри, откликается на Ага. кис-кис. Видите? Редко, когда польские коты откликаются. О, подтягушки. Ой, Подтягушки. какой ты красивый, какой ты красивый. Очень красивый, очень. Очень красивый, да? Хороший кот. Хороший. Кс-кс-кс. Ну, поговори еще. Не хочешь? Все. Все, он уже устал разговаривать с нами. Так, об камеру потереться ему надо. Ну, хороший, хороший. Что-то за ним. Хороший котик. Рыженький. Ну все, на этой ноте Все, мы будем заканчивать обзор. пока, да? Ой, какой он. Все, пока. Скажи до новых встреч. Все. Все, сказал до новых встреч. Он сказал до новых встреч. Пока. Всем пока. Друзья, извините, если не очень хороший звук, потому что дует очень сильный ветер. Вот мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку. Показали вам еще некоторые дома
польские, как люди ухаживают за своими участочками, какие заборы преобладают. Вот видите, высадили люди прямо перед своим забором новые растения. Это вот буквально на днях они сажали штамбовые лавровишня, различные травы, розочки почвопокровные, лаванду. И никто не боится, что здесь это кто-то может выкопать или испортить. Посмотрите. Вот это вот все только-только люди высадили. Все это стоит ни копейки, но никто не боится, и никто действительно здесь портить этого не будет. Вот такие вот тоже красивые можжевельники перед забором. Барбарисы красные. И заборы невысокие. И очень эстетично выглядят. Вот эти вот деревянные заборы, да, эстетично выглядят. Ну, С кирпичными колоннами. А скоро здесь зацветут еще гортензии. Ну, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы были вместе с нами в нашем путешествии. До новых встреч и приглашаем вас присоединиться к нам в наших новых путешествиях. Не забудьте подписаться. До новых встреч, спасибо.